Привет, армия. Чингук вернулся домой после зарубежного тура. Все были рады его возвращению, никто толком не знал его расписания и планов, как обычно, когда он старался передвигаться тихо и не привлекать внимания. Однако за день до его возвращения снова случилось нечто странное. Кто-то заявил, что встретил его случайно в Париже и выложил видео без разрешения. Подобные ситуации всегда вызывают вопросы. С другими артистами такое почти никогда не случается. Но с Такуком подобные истории всплывают часто, делая все еще более подозрительным, чем должно быть. На этот раз тревожит не само видео, а то, как оно было опубликовано, не обращая внимания на его личную жизнь. Если кто-то действительно заботился о Чингуке, он мог бы хотя бы уважать его и не публиковать материалы, снятые без его согласия. Всего 2 недели назад старую фотографию, сделанную в Японии, использовали в качестве новой. Многие поверили, такая ложь лишь порождает новые слухи и разжигает кампании ненависти, не зная правды. История в Париже следует той же схеме. Кто-то утверждает, что не знает его, настаивает, что встретил его случайно, но при этом продолжает записывать и выкладывать видео неизвестно откуда. Это постоянное повторение совпадений измотывает. Оно порождает недоверие, и это затрудняет жизнь тем, кто просто хочет поддержать Чингука, не видя, как его эксплуатируют. Ситуация ухудшается, когда те, кто делится этими клипами, заявляют, что обеспокоены, но продолжают ими делиться, а затем чувствуют себя атакованными, хотя на самом деле часть проблемы исходит от самого фандома, который делится информацией, ничего не проверяя. Это создает напряженную атмосферу, полную спонтанных мнений и необоснованных выводов. Чингук не может свободно двигаться, если каждое его действие оказывается слухом. Лучше дать ему дышать, творить и удивлять нас, когда придет время. Чингук всегда готовит свои проекты с самоотдачей. Он любит показывать готовый продукт, когда он готов. Каждый релиз приходит с усилиями и любовью к своим поклонникам, поэтому несправедливо, что его возможность продемонстрировать свои работы лишается домыслов. Распространение неподтвержденной информации ставит под угрозу его личную жизнь, снижает его энтузиазм делиться информацией и создает ощущение слежки. Он заслуживает безопасного пространства, где он может творить и развиваться, не поддаваясь давлению слухов, где те, кто его поддерживает, могут проявить сострадание, внимательно относясь к своим публикациям и избегая сомнительного контента. Уважайте его время, его молчание и уединение – это его способы защитить себя. Нет нужды строить догадки о его местонахождении или с кем он встречается, если что-то важно, он сам этим поделится. Тем временем Тэхён привлекает внимание, играя в баскетбол в майке. Его движения естественны, спокойны и сосредоточены. Даже те, кто не является поклонником баскетбола, очарованы. У него сильная осанка, его шаги уверенны. Каждый удар приходится с естественностью, которая напоминает многим, почему он преуспевает в любой физической активности, за которую берется. И вот, когда кажется, что сцена уже не может быть более захватывающей, всплывает воспоминание о Чингуке, баскетбольный матч, который заставляет Чингука смеяться, говоря, что Тэхён вдруг стал слишком хорош. Чингук, как всегда, амбициозный, делает вид, что раздражен и отказывается играть с ним, хотя все знают, что он просто дразнит его. Такие взаимодействия всегда очаровывают фандом, не только своим юмором, но и тем, как они понимают друг друга, не говоря многого. Даже в простой игре ощущается ощутимое утешение. Многие вспоминают момент из «In the Soup», баскетбольный матч под дождем, когда они сосредоточились, несмотря на сырость и холод. Освещение, звук и то, как они соревнуются друг с другом, делают эту сцену любимой фанатами, особенно благодаря их естественной химии. В обоих моментах есть что-то, что без усилий их связывает. Взгляда, непринужденной улыбки или случайного комментария достаточно, чтобы показать их близость. Пока Тэхён продолжает играть на площадке, их спокойная атмосфера становится характерной. Мяч подпрыгивает, шаги мягкие, а движения дают понять, почему он так притягателен. Многие поклонники могут представить реакцию Чингука, если бы он был рядом. Короткий смешок, импровизированное замечание или комплимент, замаскированный под шутку. Эти взаимодействия раскрывают их самые настоящие стороны. Они не фальшивы, они просто два человека, наслаждающиеся обществом друг друга. Интересно также, как по-разному фандом реагирует на один и тот же жест. Если это делают Тэхён или Чингук, их критикуют, но если Чимин, многие считают это нормой.
Эта разница заставляет задуматься, видят ли люди факты или просто личные предпочтения. Дело не в сравнении, все участники действуют одинаково, но реакция фандома варьируется в зависимости от того, кто это делает. В конечном счете, каждое их маленькое действие раскрывает их связь. Прикосновение к руке, общий смех или простой взгляд могут передать больше, чем слово. Они понимают и поддерживают друг друга естественным образом, и это ценят фанаты, которые действительно внимательны. Защита их личной жизни, отказ от поспешных выводов и уважение их времени – все это признаки заботы. Танцы без репетиции, прикосновение друг к другу без видимой причины или совместный смех – это не совпадение, это моменты, которые демонстрируют настоящую близость. Осознанные фанаты знают, что не нужно создавать драму, просто наслаждаться искренним взаимодействием достаточно, чтобы понять их близость. Сохранение объективности помогает избежать несправедливых сравнений. Понимание того, что различия в реакциях фандома не отражают реальности, является частью становления более зрелого и уважительного фаната. В конечном счете, то, что происходит вокруг Чингука и Тэхёна, всегда указывает на одно: каждая мелочь в их жизни преувеличивается, искажается или становится предметом домыслов. Но за всем этим шумом скрываются два человека, которые просто хотят жить тихо, усердно работать и делиться своим счастьем так, как им хочется. И именно здесь фанаты играют самую важную роль, не как распространители слухов, не как домыслы, а как те, кто действительно понимает грань между любопытством и уважением. Мир развлечений всегда будет динамичным, новости будут приходить и уходить, но остается то, как мы относимся к людям, которых поддерживаем. Когда Чингук идет по аэропорту, или когда Тэхён играет в баскетбол под вечерним небом, они не персонажи истории, которая должна быть наполнена теориями или конфликтами, они настоящие люди с настоящей жизнью, которые смеются, которые устали, которые хотят отдохнуть, которые хотят делиться счастливыми моментами, не боясь быть непонятыми. И если им сейчас больше всего нужно что-то, так это покой, пространство и доверие. Верьте, что они знают, что делают. Что они вернутся, когда придет время, что они выложатся по полной, как всегда. Нам не нужно бежать впереди них, нам нужно просто идти рядом. Потому что, в конце концов, самый сильный фандом не самый громкий, он тот, который понимает больше всех. И, возможно, за всеми их общими шутками, испытаниями под дождем, маленькими играми на поле или взглядами, которые могут прочитать только те, кто действительно внимательно слушает, кроется гораздо более важное послание. Что настоящая связь не нуждается в объяснениях, ей просто нужно пространство для роста. Так что позвольте им расти, позвольте им дышать, позвольте им вернуться, когда они будут готовы со своими шедеврами и сюрпризами. А пока наша задача проста – ценить те мелочи, которыми они делятся, беречь то, что не предназначено для публики, и чтить их не как слухи, а как людей, которыми мы восхищаемся. И когда они наконец появятся снова, с новой музыкой, новой улыбкой или маленьким, трогательным моментом, мы поймем, что ожидание того стоило. Потому что самое прекрасное в том, чтобы быть фанатом, это не знать все, а ждать того, что они решат отдать от всего сердца. Это самая искренняя форма поддержки, и это лучший финал любой истории, связанной с этими двумя.